Всем привет! Наступил 2021 год, а значит время для нашего ежегодного обзора ванильных серверов. Вы спросите меня, зачем пиратки, если есть OFF? Согласен, с выходом официальных серверов приватные проекты потеряли значительную часть аудитории, значительную, но не всю, и делать вид, что их нет, на самом деле некорректно. Они есть, их много, они в какой-то степени отличаются друг от друга, ну и в конце концов это все та же старая добрая ванила 2005 года. Для тех, кто застрял в прошлом, скажу, что нынешние пиратские сервера — это уже не те лагучие песочницы, что были тогда. Это современные качественные реалмы с практически всеми работающими механиками и качественной поддержкой. Плюс ко всему они бесплатные. Ну почти. Все-таки альтруизм нынче не популярен, и кто бы что ни рассказывал о том, что у него была благородная цель восстановить для игроков тот самый мир ванилы, с которым мы когда-то познакомились, все же основная цель — заработать. Кто как с этим справляется? Кто-то в открытую вводит донат-шопы, кто-то делает это в тени, крышуя голдселлеров и рисуя персонажей на продажу. Так или иначе, прям абсолютно бесплатных серверов нет. К этой мысли надо просто привыкнуть и не делать круглые глаза, когда видите платные услуги на пиратках. Ну так, приступим. Быстро пробежимся по списку прошлого года. Кто у нас остался на плаву и насколько за этот год ситуация изменилась. Кронос. Неизбежный участник всех моих обзоров. Вечен как город Рим. Что бы ни происходило в мире World of Warcraft, он оставался на плаву. Кронос переживал подъемы и разочарования, но по-прежнему работает и располагает какой-то аудиторией. Напомню, это тот самый сервер, который принял значительную часть игроков после закрытия Носталриуса и был первый по популярности, пока Нос не перезагрузился на другом проекте. Это сервак, для которого создавал свои эпичные ролики тот самый Hurricane, который до сих пор не перестает поражать своей зрелищностью и масштабностью. И в конце концов, это действительно крупнейший проект, созданный чешскими разработчиками Twin Star, со своим ядром и, наверное, чем-то отличающийся от последующих клонов Носта. Но, несмотря на былые заслуги, растерял почти весь свой онлайн и живет, наверное, за счет своих старых преданных фанов. В настоящее время сервак держит примерно пару сотен онлайн, что, сами понимаете, совсем грустно. Я заметил пару рейдов БВЛ и НАКС, что говорит о том, что, несмотря на небольшой онлайн, ПВЕ там присутствует и при желании найти статик можно. В общем, такой маленький ламповый сервак, а-ля Валькирии в свое время. На сервере открытого доната нету, есть просто возможность поддержать проект донатами. Для игроков есть возможность продавать персонажей, за местную валюту, и за эту же валюту покупать различную косметику, вроде там Пета, Таборда, или таких же других персонажей. В свое время, я помню, эта функция была достаточно популярна, сейчас аукцион персонажей какой-то жиденький. Было дело, сам продавал своего преста, на вырученную валюту купил себе тигра. Это, собственно, все, что я заметил. По работоспособности сервер ничем не отличается от других серверов. 1.12, задержек нет, квесты работают, рейдовый контент на уровне. Единственное, что игроки сообщают, что он достаточно урезан. Дамаг у мобов и боссов занижен, и создается впечатление простоты прохождения подземелий. Если вы сомневаетесь, можете проверить сами. Далее наш старый фаворит Elysium. Я на этом сервере играл достаточно долго, чтобы гарантированно поручиться за его работоспособность. Именно на этом сервере Носталриус перезапустился второй раз, прежде чем закрыться навсегда. Но наследие его остались наработки и опыт прошлой команды. После получения ядра Носта разработчики не остановились на текущем качестве, а соединили все, что не было хорошего со времен Валькирии, и создали новое ядро Nost Elysium, которое, по их утверждениям, было намного лучше второго клона Носта Лайтхопа. Из интервью админа сервера я помню, что-то говорилось о более продвинутом античите и противодействии нарушений на сервере. До открытия официальных серверов классики Elysium мог претендовать на звание лучшего сервера ванилы. Если бы не коррупционный скандал, повлекший за собой уход с проекта ведущих разработчиков и большого количества игроков. Как бы админы не убеждали в том, что персы больше не рисуются, китайские голдселлеры больше не крышуются, все равно в памяти старожилов сервера это отложилось надолго, а репутация восстанавливается очень медленно. Насколько мне известно, та прошлая команда уже на проекте не присутствует, либо не афиширует свое присутствие, а управление передано другим. Одно из условий новой команды было то, что на проекте будет введен донат-шоп. Причем нормальный такой, не беспонтовой косметикой и маунты, а шмот уровня Накса. Минотил, скажем, стоит примерно $35, что относительно недорого. И сами понимаете, наличие всего факта резко роняет сервер в рейтинге до самого дна.
Да, я понимаю, что жить как-то надо, качественный проект требует ощутимых вложений, но тем не менее донат, влияющий на игровой процесс, это не то, что я бы хотел видеть на классическом сервере. С другой стороны, это более честно. Вы можете сами для себя решить, что лучше: черные продажи через левых продавцов, либо официальный донат-шоп. Сервер насчитывает достаточно крупный онлайн. По сравнению с Кроносом, в прайм-тайме я зафиксировал цифру 800 игроков. Это вполне играбельно. Да, это не Пламегор, это не Нос с его 25 косарями онлайна, но в принципе нормальная цифра для комфортной игры. Если вас не смущает, что каждый школьник, сэкономивших на завтраках, может одеться в топовый шмот, то вполне подходит. Ну и в защиту добавлю, что легендарок в магазине нет, как нет и Т3, так что есть стимул хоть что-то добиться не с помощью кредитной карты. На очереди достаточно незнакомый для меня сервер, но тем не менее не рассказать про него я не могу, поскольку комьюнити этот сервер хорошо известен. Retro-WoW. Это уже не традиционный классический сервер, а больше кастомка, с уклоном в PvP. На сервере рейдовый контент адаптирован под группу из 5 человек. Альтерак ориентирован на состав 20 на 20. Старт сразу 60 уровня. Можно получить начальный шмот бесплатно, ну а потом заработать более топовый в подземельях или донатом. Донат тут тоже присутствует, он тут реализован очень хитро в виде квеста. Вам нужен голд, возьмите квест. Выполните условия квеста, пожертвуйте энную сумму. Золото на сервере основная валюта, на которой можно купить все. Любой шмот, маунт и всякую всячину. А зарабатывать голд можно, принимая участие в различных ивентах. Прохождение подземелья, PvP-арены. Хотя нет, за арены, по-моему, нет наград, как это сказано на сайте, но тем не менее квесты на арену есть. Да, арены в формате 2 на 2 или 3 на 3. Никаких наград, как я говорил, за арены нет, и созданы они больше для фана. Достаточно живой сервер, я хочу вам сказать, с онлайном в прайм-тайме около 300 игроков, что для кастомного проекта очень внушительно. Ну, все же реалм на любителя. Или для игроков, у которых есть желание что-то там потестить или посмотреть, на что способен тот или иной класс. Кстати, заметил много русских игроков, так что скучать не придется. Далее Vanilla Gaming. Старейший динозавр пиратских классических серверов. Сервер стоял прям у истоков. Сам сервак ничем особенным не отличается. Онлайном не блещет и за этот год похудел еще в несколько раз. Онлайн даже сотни не насчитывает. Я бы про него не упомянул вообще, но в прошлый раз вы меня этим попрекнули. Чуть я про него не сказал, поэтому и не сказал, что это уже мертвый сервер. Но нужно отдать ему должное. В свое время разработчики создали очень удобную базу данных, которая в разы удобнее лагучей вовхедовской, на которой тонна рекламы и бесполезного спама. Именно благодаря этой базе я и вспомнил этот древний сервачок. На сайте уже половина ссылок не работает, что говорит о том, что разработчики потихоньку на него забивают. Раз уж я упомянул кастомки, то давайте сейчас рассмотрим два интересных кастомных сервера, на которые стоит обратить внимание. Turtle WoW. В прошлый раз я немного поругал этот сервак за то, что они достаточно долго реализуют обещание ввести те особенности ванилы, которые хотели на релизе. Чё я ожидал от черепахи? Но прошло больше года, и на сервере все же произошли изменения, за которые можно сказать разработчикам респект. Для начала напомню особенности черепахи. Прежде всего в заниженной скорости прокачки. Если большинство серверов наоборот стараются эти рейты завысить, то тут, чтобы прокачаться, вам нужно сделать практически все квесты в игре. Именно квесты, потому что за гринд опыт тоже занижен. Это раз. Второе, это то, что на сервере можно увидеть часть контента, который Blizzard урезала еще на стадии альфы. Ну, что-то там в какой-то мере восстановлено. Это профессия выживания, классовые квесты, такие, например, как квесты на маскировку разбойников. Туренам вернули равнинный бег, а магам их старую способность взлома замков. Кстати, взлом замков у мага застал даже я. Эта способность вошла в релиз, но через какое-то время была удалена. В солевых пустошах реализованы гонки, а-ля Звездные войны и многое другое. Более подробно о Turtle WoW вы можете посмотреть в видео моего коллеги Джара Инди, который где-то месяцев 9 назад делал на него обзор. Так хорошо, как он, про этот сервер никто не расскажет. Главное, что хочу отметить, это работа разработчиков с комьюнити. При желании можно решить любую проблему, получить помощь. Я видел, как гильдии получали свои гильдхаусы с учетом большинства их пожеланий. Там с фонтанами, статуями, там прочие украшения. Один мой знакомый даже заказал у себя в гильддоме чиха в клетке. Чих без обид, но это смешно. Онлайн вырос заметно. В настоящий момент около 200. Прошлый год это было около 50 игроков. Пока энтузиазм у разработчиков не перегорел, к серверу можно присмотреться.
Любителям лампового общения и РП понравится. В общем, вот ссылочка, смотрите обзор Джары, а мы переходим к следующему любопытному проекту, про который вы все уже слышали и который, как мне кажется, на сегодняшний день вызывает самый большой интерес среди своих аналогов. Это, конечно же, Vanilla Plus. Стартовавший примерно год назад сервер не особо блеснул своим великолепием. Все же, наверное, в какой-то мере часть ожиданий не оправдалась. Мне он напомнил спортсмена-бегуна, который на старте споткнулся и несколько метров пробежал с заплетающимися ногами, почти падая. Потом все же восстановил равновесие и побежал дальше ровно. Зрителям он уже был неинтересен. Да, именно так, уважаемый Драгонфелл. Ты можешь говорить что угодно, но мою точку зрения не поменять. От хорошего старта зависит очень много. Аудитория присутствует разная. И одни готовы терпеть падения, лаги и прочее до стадии исправления, другие к этому были не готовы и отвалились еще на старте. Какой был старт Vanilla Plus, можно посмотреть в одном из моих видео. Подсказка сейчас появится. Меня там бомбануло знатно. Сейчас это уже в прошлом. Давайте взглянем в настоящее. Чем же интересен проект Vanilla Plus? Кастомизация сервера не ограничивается возобновлением старого давно забытого альфа-контента ванилы, но присутствуют и свои идеи. Классы полностью переработаны, ветки таланта, способности, все изменено. Выбирая своего любимого разбойника или воина, вы даже не можете ожидать, на что он может быть способен. Особенно меня впечатлил прот-воин, раскрывшийся новыми красками, а бросок щита в цель просто шикарен. Поскольку я на этом сервере не играл достаточно долго, я попросил нескольких игроков, которые рассказали свои впечатления, которыми сейчас поделюсь с вами. Что изменилось за эти полгода. Для начала исчезли все токсики и тролли из комьюнити, которые создавали в Дискорде напряженную атмосферу и только мешали развитию проекта. Наконец-то разобрались с тактиками, начали играть уже в новую игру. Летом пытались все играть в стандартный классик, до конца не понимая, что это Vanilla Plus, это уже не та ванила. И кроме вайпов, этот опыт ни к чему не приводил. Убрали большинство раздражающих игроков вещей. Откатили многие подставы в данжах. Раньше было много ловушек в виде хитрых патрулей в данжах, которые неожиданно появлялись, вайпали неопытные группы. Их отсутствие несколько ускорило прохождение даже для опытных групп. Откатили то, что ханту нужно было опустить животное до 20%. Прежде чем таймить его, иммун к ловушкам во время тайминга оставили. Ежедневно кто-то там писал из новичков в чате, что не работает без тайминга. Вообще, игра стала гораздо более дружественной к новичкам. Повысили рейты на прокачку. Сейчас на гринд опыт x2, на квесты x3, на элитные данж-квесты x10. Скорость накопления рест-бонуса увеличили до x4. А раньше было до x5. И после 40-го левела нереально было его использовать, если ты не играешь часов по 12 в день. Уменьшили стоимость спелов у тренера до 40 уровня. Обучение на маунтах к 40-му левелу сделали бесплатным. Увеличили объем репутации на БГ. При вознесении с ВСГ теперь берется раньше 10 ранга. И награды с БГ теперь реально полезны. На БГ дали возможность давать медальки на фласки. Или голду. 30 медалек равно 1 фласка. Да, медальки теперь стакаются до 50. Хотя сервер и раньше работал очень стабильно и без лагов, сейчас он не падает вообще. За последние полгода сервер крашнулся от силы раза 3. И все эти разы были из-за багов при обновлении, которые тут же чинили. То есть откатов вообще не существует на сервере. Все обновления тут, как и на оффе, проходят в среду, причем сервер всегда просто перезапускается, никаких даже получасовых оффлайнов нету. Обновления каждую неделю, иногда раз в 2 недели. За это время очень много раз изменяли баланс классов, в общих деталях баффали то, что было слабым, нерфили то, что было сильным, то есть имба типа Warlock из Каталанта Дефайлер давно понерфлена. Баланс постоянно меняется, игра живая, не дают закостенеть, как на классике. Добавили новые Т1 сеты. Теперь у каждого класса есть 2. У друида и шамана даже 4 сета. Все по-разному выглядит. Причем использованы модельки разных Т2 сетов. Непонятно, что будет с будущим Т2. Например, у Вара броня мощи старый Т1 теперь дамагерский сет, а гнев старый Т2 по-прежнему танковский. Причем статы и сет-бонусы все изменили. 4 сет-бонуса на каждом сете. У хантов 5. У них еще есть урон против гигантов, элементалей, драконов. Сет-бонусы очень крутые и продуманные. У каждого сета реально есть своя изюминка, которая подчеркивает спек. Еще интересная деталь, что в каждом сете есть 2-4 шмотки, которые подойдут на другой спек. Например, вар-танк может брать 2 или даже 4 шмотки из ДД-сета, а вар-дамагер может брать 2 шмотки из танка-сета. Короче говоря, очень много опций, и непонятно еще, что именно стоит носить. Бис-листа как такового не существует. Также добавили камни с данж-боссов. Штуки нужные на Т1, так что даже рейдеры регулярно ходят в данжи. Кстати, Т1 на токенах теперь обменивается именно в БРД.
Одно из самых ощутимых изменений то, что Альянс уже разобрался с изменениями, и 5 из 10 боссов в Molten Core уже закрыли. И каждый босс это реально ощутимый шаг вперед. Орда же делает 3 из 10, но эти 3 босса они запрогрессили где-то за месяц-полтора, тогда как у Альянса, чтобы сделать 3 боссов, ушло где-то месяца 4. Но все делали с нуля, то есть они не знали, что делать боссы, прежде чем их пулять, и сами придумывали тактику. МК имеет 2 недели КД. Админы сказали, что это временная опция, чтобы дать игрокам проще прогрессить. Раньше они убивали 2 боссов за 2 дня, больше не могли и топтались на месте. Также Альянс и Орда фармят всех 3 World боссов. Азурегас, Казак и Куринакс. Куринакс это который был боссом в АКУ-20, а тут World босс в Селитусе. Еще приятный момент, что сейчас многие старые игроки, которые не осилили прогрессить, начали возвращаться. В целом на сервере все друг друга знают. Новые игроки, как правило, быстро вливаются, все нормально в этом плане. Появились свои аддоны писцы. Под сервер игроки написали Atlas Loot, пишут Big Wix, KTM. Кстати, калькулятор талантов тоже сами игроки обновляют. Насчет ДД классов сейчас непонятно, кто лучший. В рейдах Вары, что Арм, что Фурия, Роги, Ханты, Локи, Маги, Престы, ШП, Смайтеры плюс-минус конкурируют по урону. ДД друидов и паладинов всего двое, так что ничего нельзя сказать про их урон. Вот такой вот экскурс, ребят. Спасибо тем, кто помог увидеть картину на сервере так подробно. Если вам интересно осваивать условно новый контент в оболочке классического сервера, рекомендую зайти и попробовать. Тем более, что и русская комьюнити активно присутствует на проекте. Ну и давайте в заключение отметим сервер Kijal Project, открытый в феврале прошлого года. Меня прям разрывает от желания позлорадствовать по этому факту, но я постараюсь сохранить объективность и непредвзятость к этому обзору. Все дело в том, что проект этот реанимировал никто иной, как White Kidney, бывший админ Лайтхопа. Лайтхоп обещал закрыться, как только Blizzard откроет офф-сервера. Слово не сдержали, несмотря на большую популярность сервера. И даже когда закрывали Лайтхоп, сентиментально так попрощались, мол, мы сделали все как надо, привлекли внимание Близов, они открывают офф-классику, а мы с чувством выполненного долга гордо уходим в закат. У меня где-то в группе висит еще сохраненный пост из Дискорда. Ну вот как оказалось, что альтруизм и благие намерения тут были ни при чем, и экс-админы Лайтхопа неожиданно вспомнили. Как хорошо было барыжить голдой на старой доброй пиратке, почему бы не заняться этим снова? Я согласен, тянули вы долго и неоправданно. С БК у них что-то там тухло вышло, я даже не знаю, на плаву ли сейчас Light Vengeance. Последняя обнова на сайте была месяцев 8 назад. А вот с классикой все как надо, в лучших традициях Nostalrius. С последовательным таймлайном, не как у Близов 6 фаз, а по старинке, каждый патч что-то меняет. Добавляет инст, апает шмот, все такое. На Лайтхопе же играли, помните как было? Вот вроде как должно быть так же. С небольшим отличием. Онлайн. Онлайн примерно 300-400 тел. Весьма скромно для бывших лидеров приватных серверов ванилы. Скажу так, Лайтхоп был неплохим серваком. Неплохим, но не идеальным. Сайт сделан от балды, так же как и в новом проекте. Только в этот раз я даже не смог зайти на сайт, а сам сервак на момент создания видео лежал. Единственное, что доступно было, это Discord. Что-то у них там то ли сгорело, то ли они там меняли оборудование, такие дела. Что можно сказать хорошего? Работоспособность точно такая же, как 3 года назад. Не лучше и не хуже. Собственно, те, кто работал с командой Носта, с ними уже не работают. И текущая команда просто эксплуатирует то, что у них осталось от былой роскоши. Как бы там ни было, посмотреть на этот сервак можно. Хотя бы потому, что он относительно новый. Ну вот, ждать от него чего-то топового, ну хз. Тем более, что сам White Kidney какое-то время, посвятившись на проекте, свалил с него. Потому что, как ему показалось, что ему там не рады. Оставив в Твиттере сообщение, что на проекте работают одни дауны, и нахуй ему такая компания не сдалась. Ну, о корне конфликта можно только догадываться. Вы же умные люди, поймете без моей помощи, в чем там было дело. Как и остальным проектам от этой команды, я пророчу Kijal не больше года, ну а то и меньше. Ну, кому-то может и этого достаточно, пожалуйста, пробуйте. Вспомните старые деньки. Ну, а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить что-то интересное. На сегодня все, до встречи.